Добрый вечер, уважаемые зрители. Меня зовут Валерий Табаков. Я юрист с многолетней практикой, гражданин Украины по самоидентификации болгарин. Я русскоязычный человек, родился и вырос на Украине. И сегодня я хочу открыто, честно и спокойно поговорить о том, что беспокоит меня лично и миллионы, таких же, как я, людей. Я глубоко изучал историю Украины и пришел к твердому убеждению. Я не признаю Рюриковичей как своих предков в той линии государственности, которая касается Поднепровья, юга и востока украинских земель. Для меня настоящая древняя традиция начинается гораздо раньше. С Великой Болгарии, хана Кубрата в VII веке. После распада этого государства под ударами хазар его брат Самбат ушел на север, в район будущего Киева. Именно он, по моему убеждению, основал укрепленную крепость Самбатас на Киевских холмах. Местные поляне приняли Самбата и его людей как защитников. Так началась линия рода Дула на этих землях. Линия, которая, на мой взгляд, через христианскую традицию доходит до Аскольда, одного из киевских правителей. В 882 году пришлый варяг Олег хитростью убил Аскольда и захватил власть. Я не чувствую внутренней необходимости признавать Рюриковичей своей династией. Я уважаю историю Галичины, Даниила Галицкого и Галицко-Волынское княжество. Это важная страница. Но это другая линия. Я хочу иметь право на свою центральноукраинскую, южную, восточную, полиэтничную, степную, болгарославянскую традицию с древними тюркскими и христианскими корнями. Особенно важно для меня то, что я считаю вместе с академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, то, что русский язык произошел от староболгарского языка, который также называли церковнославянским. Письменность для этого языка создали ученики святых Кирилла и Мефодия, учителей славян, этнических болгар. Таким образом, когда я говорю по-русски, я говорю на языке, который имеет глубокие болгарские корни. Языке моих предков. Это не чужой язык и не язык оккупанта. Это часть моего
культурного и исторического наследия. Более того, я считаю, что современные россияне в значительной степени это потомки финно-угорских народов: чуди, мери, веси, муромы и других, которые в процессе исторического развития утратили свои родные языки и перешли на русский, то есть на язык, произошедший от староболгарского языка моих предков. Поэтому, когда меня пытаются представить москалем только потому, что я говорю по-русски, это выглядит особенно абсурдно. Именно поэтому я говорю по-русски. Это мой язык повседневного общения, язык моей семьи, моих мыслей и моей культуры. Я не пятая колонна. Я гражданин Украины с собственной исторической памятью и достоинством. К сожалению, сегодня в Украине мне и миллионам других русскоязычных граждан постоянно навязывает чувство вины и неполноценности. Особенно агрессивно это делают так называемые фарианисты, радикальные сторонники Ирины Фарион. Нас называют мутировавшими сознанием, ватниками, людьми с испорченным языком, которых надо решать. Эти оскорбления звучат регулярно и глубоко ранят. Теперь давайте посмотрим на ситуацию объективно. Владимир Путин с самого начала объявил, что главной целью его так называемой специальной военной операции является денацификация Украины. Он пришел, по его словам, уничтожать нацистов и бороться с нацистским режимом в Киеве. С другой стороны, Ирина Фарион и ее сторонники утверждают, что Путин начал войну якобы исключительно для защиты русскоговорящих. А раз так, значит, чтобы лишить его этого предлога, нужно как можно быстрее и жестче избавиться от русскоязычных украинцев, запретить язык, изменить сознание, вытравить русскоязычие. В результате между радикальными фарианистами и обычными русскоязычными гражданами Украины, людьми, которые лояльны своей стране, платят налоги, и многие из которых воюют в ВСУ, искусственно разожжена настоящая вражда. И вот главный вопрос, над которым я очень прошу всех вас сегодня серьезно задуматься. Кто же на самом деле рассорил украинцев между собой? Путин или Фарион? Путин пришел извне с войной. Это внешний агрессор. Но именно внутренняя
агрессивная риторика фарианистов превращает культурный и языковой вопрос в линию фронта внутри Украины. Вместо поиска баланса, уважения прав меньшинств и строительства единства через общую гражданскую идентичность, они разжигают ненависть к миллионам своих же соотечественников. Как юрист я убежден, настоящее единство нации строится не через унижение и принуждение, а через уважение и разумный компромисс. Каждый гражданин имеет право на свой язык, на свою историческую память и на человеческое достоинство. Война не должна становиться оправданием для травли собственных людей. Я не хочу вражды. Я хочу жить в Украине, где меня не будут ежедневно оскорблять за то, кем я себя ощущаю и на каком языке говорю и думаю. Я хочу, чтобы мои дети могли гордиться всеми слоями истории этих земель, украинских земель, болгарским, славянским и любым другим, без чувства вины. Друзья, давайте поговорим об этом спокойно и по-человечески. Напишите в комментариях ваше мнение. Считаете ли вы, что такая радикальная позиция фарианистов помогает Украине или наоборот, ослабляет ее изнутри? Готовы ли вы к диалогу или считаете, что один язык и одна версия истории должны быть навязаны всем? Если это видео было для вас важным, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал. Здесь мы обсуждаем сложные вопросы без истерик и взаимных оскорблений. С уважением к каждому, кто дослушал до конца. С вами был Валерий Табаков, юрист, гражданин Украины. Мирного неба всем нам.